Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание Старому Новому году, который мы все с вами отмечаем 14 января. Поговорим о том, как правильно встречать Старый Новый год, чтобы стать богаче, успешнее, счастливее, а также какие практики провести, чтобы быть здоровее. А также мы с вами поделимся одной молитвой, которую читать нужно только 14 января. Это особая, друзья, молитва, и благодаря этой молитве у вас могут произойти в самое ближайшее время кардинальные перемены. Главное, не бойтесь тех изменений, которые начнут стучаться в вашу дверь и вашу жизнь. Теперь, друзья, давайте далее все более подробно. Итак, Старый Новый год. Вы знаете, это, наверное, непереводимая на другие языки игра слов. Когда иностранцу говоришь о том, что мы отмечаем Старый Новый год, для него это сложно понять, почему он старый, но в то же время он новый, или почему он новый, но в то же время он Старый год. И вы знаете, объяснять можно долго, но именно для иностранцев это непонятно. И вы знаете, те традиции, которые у нас есть, очень важно, чтобы мы с вами далее передавали из поколения в поколение. К сожалению, молодежь сейчас об этом всем забывает, и если мы не будем с вами делиться, рассказывать, поднимать каждый год те или иные вопросы и темы, то, к сожалению, наша история уйдет в небытие. Поэтому давайте вместе с вами проговаривать, проводить практики, ритуалы, обряды и заодно просвещать друг друга. Итак, друзья, давайте начнем. Хочется еще проговорить, что нас с вами ждет 14 января в православной церкви, потому что именно 14 января православная церковь отмечает обрезание Господне и день памяти святителя Василия Великого. Ну, а в народном календаре этот день назвали Васильев день, в честь святителя Василия Великого, ну и, конечно, Старый Новый год. Когда-то наши предки в этот день гуляли, веселились и, конечно же, гадали, потому что святки, которые длились с 7 по 18 января, давали нашим предкам отдохнуть, провести время с самыми близкими людьми. Так как мы сказали ранее, что 14 января православная церковь отмечает день обрезания Господня, знаете, что это традиция, которая пришла из IV века и посвящена совершению обрезания над Иисусом Христом. И это событие отмечают христиане, которые живут в разных странах мира. Также в этот день, 14 января, это день памяти святителя Василия Великого, который жил в IV тоже веке. Он вошел в историю христианства как первый проповедник, создатель иконостаса и богослов. У святителя несколько праздников в году. Один из них – Васильев вечер, который мы с вами отмечаем накануне 13 января. У праздника, посвященного святителю Василию Великому, есть несколько названий. Этот день называют Васильев день, Таусень, Овсень, Баусень. Есть еще одно название, которое звучит, наверное, неблагозвучно, но мы все-таки его озвучим, как Василий Свинятник. Объясняется все просто. На Руси святой Василий считался покровителем свиноводов. В Васильев день наши предки непременно готовили кушанье из свинины. Ну и, конечно же, одним из главных блюд праздничного застолья был жареный поросенок, которому подавали хрен и соленья. С количеством еды и ее ассортиментом связывали и надежды на будущий год. Поэтому в Васильев день столы ломились от яств. Считалось, что на столе должно быть 12 блюд по количеству месяцев. Непременно была и кутя. Ее готовили из пшеничных или рисовых зерен, куда добавляли мед, изюм, орехи и мак. По традиции кашу варили с самого утра. Как только она была готова, спешили достать из печи. И если на горшке обнаруживали трещину, то это означало, что в дом придет какая-то беда или достаточно такие крупные неприятности. Но если каша была наваристой, ароматной, хозяева радовались, кто-то из детей, значит, найдет свою вторую половинку, выйдет замуж или женится.
Если кутья оказывалась пресной, знали, в доме кто-то начнет ссориться. Но если каша горчила, к плохим известиям. Сладкая кутья означала, что год будет удачным во всех смыслах. Если народные приметы обещали хорошее, кутью съедали до последнего зернышка. Чтобы не дать плохому сбыться, горшок с кашей выбрасывали в прорубь. Что же нужно было сделать 14 января, Васильев день? Вы знаете, на Руси именно Васильев день, 14 января, считали одним из самых важных праздников, потому что знали, если это время проведешь правильно, то следующий год обязательно будет успешным. И утро Васильева дня наши предки когда-то начинали с посещения церкви. Здесь проходили праздничные службы, во время которых вспоминали святителя Василия Великого. Прихожане обращались к нему с просьбами помочь в воспитании детей. Святой Василий оберегает от бед, болезней и сглаза. Ну а после службы все шли домой и садились уже за праздничный стол. И обязательно следили за тем, чтобы одежда была чистой и нарядной. Старались с утра надеть что-нибудь новое. Это говорило, что в семье и в доме будет богатство. Ну а после застолья все отправлялись гулять и веселиться. В конце святок, во время массовых гуляний, семьи сжигали дидух. Это такой сноп из колосьев пшеницы, который накануне Василия вечер ставили на самое видное место. Вместе с ним бросали в огонь и ненужные вещи. Обычай, который пришел к нам из языческих времен, символизировал прощание с трудностями и бедами, которые оставляли в ушедшем году. То же самое и вы можете сделать 14 января. Подумайте о том, какие вещи у вас ассоциируются где-то с бедой, с горем, с какими-то плохими воспоминаниями. Но здесь очень важный момент их сжигать. Если не получается сжигать, то в таком случае нужно их разрезать на мелкие кусочки. После этого сложить обязательно в черный пакет и вынести подальше от дома в мусорку. Ну и, конечно же, главной традицией Васильева дня считается посевание. В этом обряде участвовали, как правило, мальчики-подростки. Набрав зерен, они заходили в дома родственников для начала, потом соседей, знакомых и обязательно раскидывали ячмень, пшеницу, рожь, желая хозяевам здоровья и богатства. Кстати, напишите в комментариях, а у вас сохранилась ли это еще традиция, чтобы к вам приходили 14 января и, как правило, это молодежь, это дети, раскидывают пшеницу, рожь и желают вам всего самого наилучшего. Поделитесь в комментариях к этому видео. Но и у кого такая традиция еще осталась, то знайте, что выметать такое зерно было нельзя. Это был своеобразный оберег. Через некоторое время зернышки собирали и хранили до весны. Потом их использовали при посеве. Ну а мальчиков-сеятелей угощали сладостями и едой. Но вот денег давать не полагалось. Доброй народной приметой этого дня считалось, если первым в дом входил мужчина. Если он был еще светловолосым, хозяева радовались, значит, год будет богатым. Кстати, вы обратите внимание, кто к вам первый придет 14 января в Старый Новый год. Ну а молодежь калядовала. Во время свята колядки были любимым занятием. Разбившись на группы, молодые люди ходили от дома к дому, прославляя хозяев и, конечно же, получая за это вознаграждение. А это могло быть и сладости, это могла быть выпечка и даже колбаса. В старину считали, что Василий пополам святки делит. 7 по 13 января наши предки праздновали святые вечера, а 14 января начинались страшные дни, которые завершались накануне крещения. Его отмечают, как вы помните, 19 января. Это время считалось опасным из-за разгула темных сил. Теперь давайте поговорим о том, что не стоит делать 14 января, и об этом говорили наши еще предки.
Вы знаете, к 14 января считалось, что в доме должны быть именно деньги. И если у вас в этот день, 14 января, кто-то придет или по телефону и попросит немножечко даже денег в долг, даже буквально это может быть символическая сумма, то ни в коем случае нельзя давать. Считалось, что если дать денег взаймы, то можно остаться нищим. Поэтому обращаем на это ваше внимание. Кроме того, Васильев день запрещается долго спать. Наоборот, 14 января нужно встать пораньше и умыться чистой водой. Желательно, конечно же, колодезной водой. А если у вас есть святая вода, можете провести и с чистой водой. И считается, что тогда никакие хвори не страшны на протяжении всего года. Также в этот день, 14 января, нельзя кричать, ругаться, и не только с близкими родственниками. Это распространяется и на всех окружающих. Считается, что именно святой Василий был очень миролюбивым человеком, но наказать за непослушание старинными обычаями не смог. Также в этот день нельзя отказывать в примирении кому бы то ни было. Считалось, что если человек хочет положить конец обидам, надо идти навстречу, иначе в семье начнется разлад. Также нельзя есть рыбу. Наши предки говорили о том, что после этого можно надолго потерять способность говорить. Также в этот день, 14 января, нельзя выносить из дома что-либо, включая мусор. После этого рассчитывать на благополучие будет сложно. Считается, что именно и благополучие, достаток уйдет вместе с вещами и с предметами, которые напомнят о владельцах. Также считать мелочь в этот день, 14 января, ни в коем случае нельзя. А вот пересчитывать купюры, наоборот, к счастью. Поэтому 14 января на протяжении всего дня старайтесь как можно чаще считать деньги. Только смотрите, чтобы никто не видел, как вы это делаете, как вы считаете. В этот момент вы даже можете проговаривать, на какие цели или суммы, на какие цели, на какие желания вам нужны деньги. Но помните, это должно быть все только искренне. Также Васильев день, 14 января, запрещалось смотреть в зеркало. Запрет касался девушек и женщин. Считалось, что таким образом они могут потерять красоту. Ее заберут нечистые силы, которые в Васильев день пытаются проникнуть в дом любым способом. В это время люди боялись разбить также что-либо из посуды. Старцы говорили: это к беде. Также обращаем ваше внимание, что Старый Новый год, который мы все с вами празднуем 14 января, дарит нам с вами еще один шанс воплотить в жизнь все свои мечты, обрести благополучие в семье и в делах, ну а также задобрить капризную фортуну и повернуть ее к себе лицом. А также постарайтесь избавиться от прошлого негатива и привлечь денежную удачу. Кроме того, обращаем ваше внимание, что если у вас плохое самочувствие, стоит вам провести особую практику, которую нужно провести только 14 января. Для этого вам 14 января в любое время нужно надеть наизнанку любую вещь, но именно старую. Это может быть у вас футболка, но и нужно надеть наизнанку. Обращаем ваше внимание, носки старые, но не грязные. Обращаем ваше внимание, то есть они должны быть выстиранные, быть чистыми, но именно старые. Возможно, что-то есть с дырочками. Вот наденьте их хотя бы час, полтора, два, проходите в этой одежде. И когда будете ходить, время от времени говорите следующие слова: как вещь старая, так и болезнь моя нудная, перейди на эту вещь, отвяжись от меня навсегда. Эти слова вы проговариваете, когда вы будете носить вот эту старую свою вещь. После того, как вы планируете снять
снимаете эту вещь и говорите следующие слова: «Здоровье при мне, болезнь замерла и от меня отвалилась. Быть мне здоровым и счастливым с этого момента». После этого возьмите эту футболку или эти носки, нужно разрезать на мелкие кусочки. В идеальном варианте это нужно спалить, то есть сжечь на огне. Но если вы живете в квартире или вам это не позволяет, в таком случае нужно ножницами это разрезать и после этого все это переложить в черный пакет и вынести из дома, и после этого вот выбросили, и после этого возвращайтесь домой и ни с кем не разговаривайте, пока не придете домой, пока не умоетесь, пока не помоете руки. Также мы с вами в начале видео говорили о том, что мы рекомендуем вам в этот день прочитать одну молитву. Вы ее можете прочитать именно сегодня, 14 января, в любое время суток, и вы будете удивлены, что начнет происходить в вашей жизни. Друзья, эта молитва достаточно длинная, мы ее оставим в описании к этому видео, и обязательно ее прочитайте. Желательно, если у вас вот какая-то вот серьезная беда, какие-то проблемы, то хотя бы прочитайте несколько раз, но по времени где-то разница, чтобы была хотя бы час-полтора. Молитва очень сильная, поэтому обращаем на это ваше особое внимание. Вот такой, друзья, у нас с вами день 14 января. Мы вас всех поздравляем со Старым Новым Годом. Желаем всем здоровья, благополучия, достатка, мира, любви. Пусть в вашей жизни будет только все самое лучшее. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео. На экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне, друзья, понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.